Через 10 лет на российском рынке должно остаться не более 20% новых импортных автомобилей, ожидает Минпромторг. Такие же цели ставили в концепции развития российского автопрома до 2020 года, по которой иностранные концерны ввели промышленную сборку автомобилей в России, получая преференции от государства. Но в 2022 году в одночасье свернули свою деятельность. Такого показателя можно добиться в том числе заградительными мерами, но к углублению индустриализации в автопроме это не приведет, считают эксперты. К 2035 году 80% российского рынка автомобилей должно быть обеспечено продукцией отечественных автозаводов. Такой прогноз дал заместитель Министерства промышленности и торговли России Альберт Каримов. По плану от общего объема продаж к 2035 году мы будем выходить на обеспечение порядка 80% рынка именно продукции отечественных производителей. Это вполне реализуемая задача, сказал Каримов. Он подчеркнул, что эта цель обозначена в ныне действующей стратегии развития автомобильной промышленности, утвержденной правительством России. Если у нас будет несколько игроков с годовым объемом производства от 300 тысяч до 500 тысяч автомобилей, это позволит таким предприятиям, занимаясь разработкой новых технологий, в партнерстве с коллегами из дружественных стран, поддерживать необходимый уровень конкуренции и создавать нам собственные технологические бренды, выразил надежду замглавы Минпромторга. Наши коллеги направили в пресс-службу Минпромторга вопросы о том, будут ли относиться к продукции отечественных производителей автомобилей, выпущенные в Белоруссии, с которой Российская Федерация состоит в союзном государстве, и Казахстане, входящем в таможенное пространство в рамках ЕАЭС. Там сообщили, что в части автомобилестроения одним из ключевых критериев отнесения продукции к отечественной является ее производство на территории Российской Федерации в рамках специнвестконтракта. Работа в рамках СПИК помимо льготных условий подразумевает и четкие обязательства по углублению локализации со стороны производителя. Минпромторг России, в свою очередь, контролирует исполнение данных обязательств в рамках заключенных инвестконтрактов в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, а требования по локализации постоянно повышаются, указали в пресс-службе Минпромторга. Российское правительство пытается стимулировать автоконцерны к созданию производств в России и углублению локализации выпускаемых автомобилей на протяжении минимум 2 десятилетий. Так, в апреле 2005 года было подписано постановление правительства, входящее в России режим промышленной сборки колесных транспортных средств. Автокомпаниям представлялись льготные таможенные тарифы от 0 до 5% на ввоз автокомпонентов при создании производств с нуля на 7 лет и на 6 лет уже для действующих производств взамен на обязательство создать производственные мощности для сварки, окраски и сборки не менее 25 тысяч автомобилей в год. В том же 2005 году соглашение в рамках нового режима подписал Ижавто, на котором наладили сборку Kia, и Северсталь Авто, ныне Solers, для выпуска SsangYong. В 2006 заявки на участие в промсборке стали подавать крупные глобальные автоконцерны: немецкий Volkswagen, японские Toyota и Nissan, французские Peugeot, Citroën и Renault. На режим промсборки также перешел всеволжский завод Ford, на котором еще с 2002 года собирали Ford Focus. До этого он пользовался другими льготами. В 2011 году в России был введен новый режим промсборки, условия участия в котором были значительно ужесточены. Для сохранения льгот и преференций иностранным компаниям предложили расширить производство до 300-350 тысяч машин в год через 4 года с начала действия доп. Соглашения, построить научно-технические центры, ставить на 30% выпускаемых машин российские двигатели и довести локализацию по компонентам до 55-60%. В марте 2011 года 6 крупных мировых автопроизводителей подписали с Минэкономразвития соглашение о намерении организовать в России
автопроизводства в рамках нового режима промышленной сборки. Позднее их число увеличилось. Действующей тогда стратегией развития автопрома до 2020 года был предусмотрен тот же целевой показатель, который сейчас заявлен на 2035 год. 80% рынка новых машин должны быть отечественного производства. Затем условия работы иностранного автопрома снова изменились. Для продолжения получения преференций на работу в России государство предложило автоконцернам заключить специнвестконтракты, условия которых были индивидуальными для каждого автопроизводителя и не разглашались. Гранды мирового автопрома настаивали на продлении режима промсборки и сопротивлялись переходу на СПИК, предупреждая о том, что это приведет к повышению цен на автомобили. Но в конечном итоге приняли новые правила игры. Механизм СПИК был введен в России в 2015 году, и к 2019 его подписали 14 основных игроков. В рамках СПИК, в частности, завод двигателей в Калуге открыл немецкий Volkswagen, в Татарстане Ford. К осени 2021 года такое производство построил корейский Hyundai. Однако после февраля 2022 года, когда поставки зарубежных комплектующих прекратили, построенные глобальными автоконцернами заводы остановились, и продолжение производства актуального на тот момент модельного ряда машин стало невозможно. До СВО производилось в среднем порядка 130 тысяч автомобилей в месяц. Они обеспечивали около 80% заполнения нашего рынка. А в мае 2022 года мы произвели 13 тысяч машин. Падение месячного объема производства было в 10 раз. Из них всего лишь 4000 легковых автомобилей, признал Каримов. Для оптимизации процессов запуска производства новых моделей автомобилей на площадках, ранее оставленных зарубежными партнерами из недружественных стран, в 2025 году Минпромторг России совместно с отраслевым сообществом сформировал новые параметры инвест-режима, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Он направлен на соблюдение баланса, который позволил новым игрокам запустить процесс локализации производства и ее поэтапного углубления, при этом не создавая для них искусственных конкурентных преимуществ перед высоко локализованными производителями, которые на протяжении долгого времени инвестируют в укрепление технологической независимости отрасли, подчеркнули в пресс-службе министерства. Как традиционные производители, так и новые инвесторы регулярно выводят на рынок новые модели, ориентируясь на запросы рынка потребителей, поэтапно закрывая освободившиеся ниши, уточнили в ведомстве. Там отметили, что с 2022 года министерство поддержало более 50 проектов по производству автокомпонентов на 11 миллиардов рублей. А по программе субсидий реверс инжиниринга на господдержку компонентщиков ушло еще 2 миллиарда рублей. По линии Фонда развития промышленности государство поддержало более 90 проектов на сумму более 111 миллиардов рублей. Общий объем господдержки этой отрасли превысил 140 миллиардов рублей. В 2025 году Минпромторг значительно упростил требования по локализации автомобилей. Источник в одном из автоконцернов рассказал, что для полной компенсации утильсбора автоконцернам за 2025 год будет достаточно набрать 1500 баллов, более чем вдвое меньше, чем было заложено ранее. В изменившихся политических условиях китайские автокомпании инвестируют в российский автопром с осторожностью, в небольших объемах, и при желании легко могут покинуть российский рынок, объясняют эксперты. Сделать так, чтобы все 100% продаваемых в России автомобилей были отечественными, не проблема. Для этого достаточно закрыть весь импорт фискальными барьерами.
Но эта конструкция автопрома будет устойчивой ровно до тех пор, пока эти заградительные методы будут действовать, и пока существует та политическая ситуация, которая эту экономическую ситуацию обуславливает, сказал редактор телеграм-канала «Автопоток» Сергей Цыганов. По его мнению, компонентную отрасль для обеспечения сборки машин китайского происхождения в России создать не удастся из-за недостаточного объема российского авторынка и большого разнообразия моделей, которые планируют локализовать в России. Если годовой объем российского авторынка составляет 1,5 миллиона машин и 500 тысяч из них уже локализовано, то для того, чтобы производство компонентов для осуществления 1 миллиона машин было выгодным, он должен быть распределен максимум на 3-4 модели. Китайцы же уже сейчас хотят локализовывать в России 25-30 моделей, а в дальнейшем их число может дойти до 50. По словам Цыганова, нынешняя модель российского автопрома с участием китайских автопроизводителей существенно отличается от прежней с западными инвесторами. Тогда автокомпании приходили на устойчивый рынок с понятными перспективами развития в диапазоне нескольких лет, а нынешние партнеры проявляют особую осторожность, ведь условия работы в России меняются гораздо чаще. Весь бизнес сейчас ведется таким образом, чтобы когда правила игры поменяются в очередной раз, можно было встать и легко уйти с этого рынка, списав минимальные убытки. Они не особо вкладываются за исключением, возможно, Хавейл, заключил Цыганов. Директор департамента консалтинга СБС Консалтинг Дмитрий Бабанский полагает, что 80% к 2030 году в целом достижимый показатель при условии реализации комплексного и последовательного подхода к мерам промышленной политики. До 2020 года весь мир функционировал в парадигме глобализации, поэтому логичным подходом была интеграция в глобальные цепочки поставок. События после 2020 года показали ненадежность такой модели. Поэтому сейчас мы видим тенденцию деглобализации, когда технологический суверенитет и локализация внутри страны ставятся выше, отметил он. Устойчивость отрасли раньше определялась как доля технологических операций, сейчас как доля технологий и компетенций, существующих в стране. Это по большому счету также следствие разрывов цепочек поставок, добавляет он. Определенную долю компонентов, конечно, можно локализовать в России с учетом объемов рынка сбыта. И еще какую-то часть за счет стимуляции переработки сырья внутри страны. Но произвести на 100% локализованный, но доступный автомобиль все-таки невозможно. Поэтому часть компонентов останется импортной, подытожил Бабанский. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также считает, что теоретический и практический целевой показатель в 80% рынка для отечественных машин достижим. Но для оценки выгодности важно, каким будет этот объем. Мы в такой ситуации уже были, когда 80-85% продававшихся автомобилей были отечественного производства. Чтобы ситуация повторилась, заводы должны работать на полную мощность. До 2022 года у нас по импорту завозились автомобили с малообъемными моторами и спорткары, а весь мейнстрим был российского производства, напоминает Кадаков. Если рынок 2035 года будет достигать 2-2,5 миллиона автомобилей, это будет хорошо. Но это зависит от покупательной способности населения и геополитической ситуации, добавляет он. При этом после 2022 года многие компонентные заводы никуда не делись и продолжили выпуск продукции, в том числе свечей зажигания, сидений, шин. Вся компонентная база пришла за автопроизводителями, которые гарантировали высокий объем производства. В отвязке от объема бессмысленно об этом говорить. У нас много чего нет. Но можно ли решить эти вопросы до 2035 года? Наверное, можно, но за предыдущие 20 лет мы всех этих вопросов решить не смогли, констатировал Кадаков. Основные проблемы в этом отношении
в отсутствии собственных средств производства и технологической документации на компоненты, которые не делились прошлые зарубежные партнеры. Не спешат делиться и нынешние, заключил он. Минпромторг врать не станет. Действительно, скоро 80% автомобилей будет производиться в России. Только вот нюанс. Это будут не Лады и УАЗы, а китайские машины, собранные на российских площадках. Формально локализация, по факту импорт с отверткой. А всякие там атомы, Йомобили и прочие футуристические проекты – это сказки для презентации, чтобы красиво звучало на форумах и в отчетах. На них зарабатывают, осваивают бюджетные деньги. Их рисуют на рендерах, обсуждают в ток-шоу, но на дорогах их видят так же часто, как голубых единорогов. В итоге вместо развития собственного автопрома мы получаем витрину чужих технологий под видом отечественного успеха. И пока китайцы строят заводы, мы продолжаем мечтать о национальном электрокаре, который по сути нафиг никому не нужен. Никто его покупать не будет и верить в чудо, которое все никак не наступает. Напишите в комментариях, какими должны быть отечественные автомобили. Ну и шутка на прощание. Чтобы не шокировать покупателей, цену на новые автомобили будут указывать за 100 грамм. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.